Всем привет, с вами Валентина в Корее. Сегодня у нас для вас не просто путешествие, а настоящее приключение. Мы отправились на райский остров Колан, чтобы отдохнуть, насладиться морем, солнцем, но все пошло не по плану. В итоге травма, штраф и куча эмоций. За что нас оштрафовали и как все произошло, смотрите дальше, будет интересно. Колан – это райский остров всего в 7 километрах от Паттайи. Добраться туда легко, немного терпения, тук-тук, и вы уже в порту, где ждет паром в бирюзовой воде и белому песку. Наше утро началось очень спокойно, с бассейна. Никакой суеты, только мы и вода. Ранние часы – лучшее время, чтобы насладиться водой без толпы. Обсуждаем планы на день. Хочется моря, приключений и новых впечатлений. Решено, едем на остров Колан. А еще интересный факт, сейчас в Таиланде 2568 год, потому что у них календарь не как у нас, а буддийский. Он начинается на 543 года раньше. Интересно, да? Заметили странное явление, над Паттайей уже несколько дней висит смог. Что это и почему не уходит? Кто знает, напишите в комментарии. Мы слышали, что это скорее всего сезонное выжигание растительности в сельских районах, а также пыль и выхлопы вместе с безветрием создают плотную дымку. Забираемся и садимся в тук-тук. Тут мы пересаживаемся на Волкин-стрит. Давай, заходите. Проезжаем Волкин-стрит. Днем она выглядит совсем иначе. Пустынная, сонная, почти неузнаваемая, без ярких огней и громкой музыки. Днем просто улица с закрытыми барами и редкими прохожими. Каждый вечер примерно в 6 часов улицу полностью перекрывают для тук-туков и другого транспорта. Она становится пешеходной зоной, и здесь начинается совсем другая жизнь. Яркая, шумная, с музыкой, с огнями. По ней вечером спокойно можно гулять, снимать, заходить в бары, пробовать уличную еду без страха, что сзади кто-то сигналит или едет скутер. Жара ощущается все сильнее. Чтобы не обгореть, заглянули в ближайший ларек за легкими рубашками. 250. Sorry, I cannot. Не снимай, говорит. Это Серж какой размер? 300. Добрались мы до одного из символов Паттайи, огромных букв на холме Паттайя-Сити. Их видно почти из любой точки города, даже с окон нашего отеля. Это как местная голливудская надпись. Идеальное место для фото и один из главных ориентиров Паттайи. Прямо под холмом находится главный городской порт Бали Хай Пир.
Именно отсюда каждый день отправляются паромы, катера и частные лодки на соседние острова. Но нас поразило другое, откуда здесь столько людей. Оказалось, Кулан – популярное направление не только у туристов, но и у местных жителей. Кто-то едет на пляж, кто-то с экскурсией, а кто-то просто сбежать от городской суеты. Hataya Kuyulu. Билеты на паром стоят всего 30 бат с человека, это примерно $1. Мы плывем на классическом двухэтажном пароме. Second floor. Full. Нет, второй этаж полный, давай сюда. Паром был забит под завязку, нам с трудом удалось найти места на нижней палубе. Путь до острова занимает примерно 40-45 минут, в зависимости от волн. И вот что удивительно, цвет воды во время всей поездки постоянно меняется. То лазурный, почти прозрачный, то вдруг темно-синий, а ближе к острову насыщенный бирюзовый. Настоящая акварель природы, и глаз невозможно оторвать. А теперь внимание, последний паром обратно отправляется в 5 часов вечера. А мы на секундочку приплыли почти в 2 часа дня. То есть у нас всего 2,5-3 часа, чтобы увидеть остров, искупаться, перекусить и вернуться обратно, не опоздав. Прикольно, да? Мне кажется, мы даже не успеем искупаться, нет? А нам куда? На какую сторону? Направо или налево? Ноги туда. Вода у острова нереально красивого цвета, яркая, бирюзовая, как в фильмах. Или на открытках, просто хочется стоять, смотреть, ничего больше не делать. Решили не терять времени, арендовали 5 скутеров. Аренда одного скутера стоит 300 бат, это примерно $8. И в залог оставили Машин паспорт. Мужчины уже имели опыт езды, а вот у Маши это был первый раз на скутере. Естественно, все немного переживали из-за нее и вообще. Поехали вдоль побережья. Ветер в лицо, солнце, дорога уходит вдаль. Кайф и легкий страх вперемешку. Скутер – это свобода, но все равно непривычно. А еще в Таиланде левостороннее движение, и это путает. Иногда ловишь себя на мысли, а мы точно с той стороны едем. Интересный факт. На этом острове живет всего около 1000 постоянных жителей, но ежедневно его посещают до 10 тысяч туристов.
Вот ты, блин. Это вообще, блин. Заглянули в одно из кафе пообедать. Приятный интерьер, музыка и, конечно же, манго-смузи для всех. Подача была просто восхитительная. Остров умеет удивлять даже в мелочах. Пообедав, снова в путь, кататься по острову, смотреть пляжи и виды. А вы знали, что остров Кулан омывается водами Сиамского залива? Это часть Южно-Китайского моря, и именно поэтому здесь такая прозрачная и теплая вода. Залив относительно мелкий, и солнце быстро его прогревает, особенно в сезон. И вот тут началось настоящее приключение. К сожалению, заснять мы это не смогли. Расскажу, как это было. Мы поехали вверх по дороге, которая резко уходила в гору. Впереди подъем, крутой поворот и левостороннее движение. Дорога узкая, а с левой стороны пропасть. Мы с Александром были впереди, на повороте скутер начал заваливаться, и только благодаря его опыту нам удалось удержать равновесие. Но вот у Маши не получилось, на подъеме она упала и уже на асфальте ее резко развернуло. Это был настоящий шок. Все мы остановились. Видно было, что она сильно ударилась, особенно повредила ногу. В это время приезжал сотрудник из пункта аренды скутеров. Он быстро среагировал, мы все переживали, не сломала ли она себе что-нибудь. В итоге ее увезли в медпункт и оказали первую помощь. При падении и повреждении скутера в аренде взимается полный штраф, вне зависимости от обстоятельств. Неожиданно для нас выставили штраф в 9000 бат. К счастью, обошлось без переломов, только сильный ушиб, стресс и, конечно, урок на будущее. Мы вернулись туда, где брали скутеры. Кто-то остался ждать ее у медпункта, а мы поехали заснять остров с дрона. Хотя настроение уже было совсем другое. Но мы решили хотя бы показать вам, насколько красив этот остров с высоты. Вернулись мы на пляж, но, честно говоря, не успели даже ноги помочить. Не было уже ни сил, ни времени. Все уже вовсю поплескались в воде, по их словам, море просто шикарное, теплое, чистое, с волшебным цветом. Нам только оставалось смотреть и завидовать. Ну и, конечно, освежиться прохладными напитками из ближайшего бара.
Время летело незаметно, и вот уже пора возвращаться. Нас снова ждал паром в Паттайю, но перед отъездом хорошие новости. Штраф удалось немного сторговать, в итоге заплатили 8000 бат и забрали Машин паспорт. Что, все нормально? Не, ну для первого раза по прямой вон покаталась нормально. Всё. Просто повороты это тяжело. И что, ладно, поворот, он же еще высоко же это в Я гору сам же там уже, такой. у меня вильнул руль, у меня нога, и потом наверх поехал. А потом раз в зеркало смотрю, что-то никого нету, тишина. А я тоже все назад оглядываюсь, он говорит, не оглядывайся назад. У меня... Я сам еле еду, да, а она сзади. И у меня- Так, быстро прижмись, пожалуйста, говорю, там. Мы специально выбирали же. У Саши еще штаны такого цвета. Штаны, у меня штаны есть, это со слониками я купил все. Вот тапочки надо, я тебе показал уже. Тапочки тоже были? Рядом с нами ехал, у него тапочки такие, как кепка такие. Паспорт забрали? Идем, печать ставят там. Обаянде. Почти я не снимала зарядку, почти дома. Так не снимали мы, когда снимали? Когда мы же купались, мы не успели снять. Вообще вода, молоко. Ракушки вот так прикипает, да? Да? Я тоже до этого думала, что это такое интересное. Я думала, может, плесень так села. Это ракушки, каждая по 60 бат потом в день. Быстро догнали они. Маше надо уроки этот, на Атабай, подъем в гору с поворотом. А? Мы сами чуть не улетели. Ой, они вон туда садятся. А я думаю, ой, пустой он. И думаю, а куда все тогда садятся? Вот, все довольные, едут с острова Кулан, все хорошо накупались. Лица немножко уставшие. Дядя Олег, по-моему, уснул. А еще показать? О, еще на жопе тоже есть. Приехали. По приезду устроили небольшой обход по нашему отелю. Здесь, видишь, сидеть можно даже. Время было 6:10, как раз оставалось немного, чтобы охладиться в бассейне до 7.
Это было так кстати после жаркого дня и всех эмоций. Все поехали на рынок, а мы с Александром решили пройтись пешком вдоль набережной. Главное, включили геолокацию в Телеграме. Мы видели, где находятся остальные, а они где мы. Очень удобно, особенно если путешествуете с группой. Мы пришли на набережную. А вот это не наш отель? Это же вот наш отель. наш отель. Да. Мы надо было оттуда выйти И круг не делать, да? и сразу сюда пришли. А здесь нет же дорожки? Здесь вот спрыгивать только. А, точно, вот наши, вот здесь же номера. Да, вот здесь. Вот здесь есть вход, но вот отсюда, наверное, можно спрыгнуть. Наш совет: обязательно покупайте местные сим-карты с интернетом. Это реально спасает и связь, и навигация, и экстренные ситуации, все под рукой. Как все красиво, светится. Пляж работает тоже, наверное, не допоздна. Все закрыто. На, возьми сколько надо. 45 взял, 4 граната, один маракуйя. Нормально маракуйя. Еще один маракуйя возьми. Слово еще один маракуйя. Маракуйя. One. Они не берут деньги. Здесь поинтереснее, чем там, да, на терминале? Крокодила возьмем? Опять? Долго готовится? Креветки с синими лапами. Будем пробовать. На рынке нас удивила одна вещь. В Таиланде больше разновидностей соджу, чем в Корее. Оказалось, рынков здесь очень много, и каждый со своим колоритом. Есть и туристические с сувенирами, и чисто местные, где можно попробовать настоящую тайскую кухню. Нет, мы не спали.
Поужинали всей компанией, обсудили Машину ногу. Она чувствовала себя хорошо. Потом направились на вещевой рынок посмотреть, что интересного продают, прицениться. Пока. Мы решили оставить всех на рынке, а сами вернуться в отель. Перед этим заглянули в 7-Eleven, как всегда не вышли с пустыми руками. Куда мы идем? Ты рамен ищешь, я точно знаю. Ты даже знаешь, где он находится? Но что-то ты не туда завернул. Нашел. Вот он. Я буду... Это тоже такой же, как и там был. Набрали вкусняшек, особенно корейских, хотя по сути все это местного тайского производства. Но сделано по корейским вкусам. Прикольно попробовать, что получилось. Кто-то пошел на массаж, а мы будем с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, впереди еще много интересного. Всем удачи, до новых встреч, всем пока-пока! Вышли в 7-Eleven за рамен.